Смотрите, что я вам сейчас покажу. Это Ambilight в машину. Покажи туда. Посмотри, как это красиво. Посмотрите, как это красиво. При этом у нас меняются и цвета. Иди сюда, покажи. Смотрите, у нас и ручки, и цвета, и режимы, пожалуйста, в ручках. Там у нас есть вот такие вот штучки. Слушайте, и это все, это не колхозан тюнинг, покажи. Оно все смонтировано, как будто оно идет с завода. Но при этом стоит очень недорого. Знаете почему? Я его брал на AliExpress очень-очень дешево. Это один из наборов для Ambilight, для автомобиля, который действительно стоит брать. В общем, сейчас мы с вами пойдем посмотрим, сколько он стоит, а потом я вам покажу функции, которые он поддерживает и как это вообще выглядит. Так что подписываемся, ссылки в описании под видео, на канале Технозон. Поехали! Ну а вот теперь вы увидели, чего я там себе устанавливал. А что же это такое, где я его покупал? Покупал на AliExpress. И это один из тех вариантов, которые не являются колхоз-тюнингом, а могут быть хорошо спрятаны, во-первых. Во-вторых, они стоят недорого, потому что, вот, допустим, по месту у нас в Украине такой купить стоит ровно в 2 раза дороже. Нифига себе, скажу я вам. Но давайте так, мы сейчас с вами смотрим на это дело, и здесь есть у нас модификации. Есть RGB 6 в одном. Это когда у нас есть только ленты. Но давайте я вам сейчас покажу, что у нас в коробке. Вот, пожалуйста. В коробке самую максимальную версию, которую я брал, есть вот таких вот 6 лент. Есть короткая лента, 4 боковых в двери. Есть у нас одна большая в панель, которую я к себе не ставил, говорю сразу, потому что там вот был колхоз-тюнинг. Я вам сейчас еще покажу это уже в самой машине, когда мы перейдем, посмотрим на функционал и как оно все-таки красиво светится. И одна маленькая, ну давайте посмотрим, для чего одна маленькая у нас используется. И еще одна маленькая дополнительная, там для каких-то своих целей, где-то можно еще что-то подсветить. Есть 4 контроллера, 4 у нас вот таких вот огонька, которые у нас в карманы дверей, 4 огонька в ручки дверей. То есть у меня стоит 4 средних вот этих вот, стоит 4 в карманы, 4 в ручки дверей. Смотрится это просто фантастически. То есть спереди и сзади. Дальше. Стоит самый максимальный вариант, вот который 18 в одном, $76. Вот он. $76, это 5 контроллеров, 4 того и 6 лент. Ну, я использовал 4 ленты длинных. Есть варианты, когда у нас есть одноцветный, есть у нас, когда цветной 14 в одном, то есть у нас там не будет, допустим, в ручке дверей, если у вас нет таких ручек. То есть вы можете сами под свою машину какую-то конфигурацию выбрать. Здесь есть без сториджа, просто без этих кармашков в дверях. И есть у нас вот тоже одноцветная. Есть на 10, есть разноцветная 6 в одном. В общем-то, разные варианты. Переходите, я ссылку разместил в описании под видео. Кстати, подписывайтесь, пожалуйста, нажимайте колокольчик, очень интересно. Теперь, что они показывают из образцов? О том, что в максимальной версии у нас есть различные монохромные режимы, дыхание, градиентные, циклические, стробоскопы и даже под музыку. Под музыку у вас такие типа пульсация под музыку. Но максимально, что можно сделать, это вот у меня передней нету, но выглядит это вот под ногами у нас получается. Есть подсветка подножная, дверная. Смотрите, как это выглядит вот красиво. У меня не только передний. То есть вы можете сами кастомизировать. У нас есть бар-лайты, есть подножные, у нас есть огоньки на приборную панель, storage лайты, door лайты и handle light, то есть под дверные ручки. Все это управляется из мобильного приложения, зачастую в смартфоне. Обычно в смартфоне это единственное, где надо, потому что вы установили, в принципе, и забыли. Вы там установили какой-то режим. Ну, когда-никогда вы там сели в смартфоне, поменяли этот режим. Работает оно на Bluetooth 4, подсоединяется зачастую к вашему зажиганию, то есть включилось, оно все зажглось. Вот есть, видите, как до и после. Ребят, очень хорошие материалы. Это LED, покрытые акрилом, которые полностью невидимые, они очень гибкие, их можно спрятать, но это вам сейчас тоже покажу, как это красиво сделано. То есть у меня оно стоит как нативное от Infiniti, да, то есть я использую в Infiniti его, то есть вы там не найдете моментов установки. Главное установщика, если у вас прямые руки, одно дело, главное установщика нормального найти. Его можно резать. Короче, ребят, давайте уже переходить и смотреть уже, что они тут еще пишут. Зеленый, синий. Давайте переходить и смотреть уже, как это все дело функционирует, как работает и какие есть варианты, допустим, использования приложений и режимы. Все,
Поняли, в описании под видео ссылка, подписались, поехали. Ну что, посмотрели? Очень-очень круто. Давайте так, я включаю сейчас запись своего экрана для того, чтобы вы видели, как это все выглядит, допустим, в самом приложении. Приложение очень простое, оно прямо на коробке, когда вы покупаете, есть отражение. Какие есть режимы? Ну, во-первых, давайте насчет колхозан тюнинга. Я здесь не делал панель, вот видите, как я вам уже говорил. У меня здесь просто дерево, и заводить под него невозможно. То есть это будет, его надо было лепить, а это будет действительно колхоз. Лиса, покажи, как это выглядит на панели, вот, допустим, что там вы не найдете каких-то признаков какого-то колхозного тюнинга. Все сделано конкретно, как вот... как заводское. То есть, если у вас есть штатные места, вообще отлично. Если нет штатных мест, то действительно ни одного следа монтажа у нас нет. Монтировали мне ребята, как бы у меня руки растут из одного причинного места, оно у меня большое, поэтому наделать я могу много всякой фигни. Давай показывай, какие режимы есть. Сюда, вперед, показывай. Смотрите, у нас есть просто смена цветов. Например, там красный, очень красиво, мне нравится. У меня есть, видите, подсветка под ногами, есть подсветка кармана, да, вот это ноги, кармана, допустим, там, то есть это во всех 4 дверях. И, кстати, подсветка под ногами сзади есть в ручках, и подсветка под ногами сзади тоже есть. Покажи, пожалуйста. Подсветка под ногами тоже сзади есть, видите? Да, и то же самое в боковых дверях. А теперь показываем. Смотрите, можно менять разные цвета, то есть можно оттенки, цвета, это у нас оранжевый, желтенький, салатовый, зеленый, можно синий поставить, синий вообще, этот вот электрик, это один из моих любимых цветов. Теперь смотрите, можно там фиолетовый, вообще, вот это вообще такой мед. Просто медятина, я вам серьезно говорю. Дальше, смотрите, есть варианты, там, например, включить дыхание в одном цвете, да. Можно включить градиент. Это когда у вас будет меняться градиент всех цветов. Это очень тоже красиво выглядит. Можно вот такую вот фигню включить. Ну, честно, это очень нервирует. Можно включить градиент синего. Когда синий в оттенке синего будет менять градиент оттенки зеленого и оттенки, допустим, того же самого красного. Хорошо, давайте включим стабильный цвет, допустим, такой вот голубой, красиво, это очень красиво. Теперь у нас можно яркость менять, ну, яркость такое себе дело, есть яркость, есть скорость эффектов. У нас есть, смотрите, following car, это когда он в соответствии с машиной, допустим, открывается, закрывается, то есть она включается, при выключенной машине выключается, при включенной включается. То есть это очень классная тема, поддерживается практически на всех контроллерах. Я не уверен, что у всех будет одинаковое приложение, потому что могут быть разные версии ленты, но они все работают по одному и тому же принципу. Теперь, пожалуйста, у нас есть, ну, always on, либо following car, это когда у нас она либо постоянно включена, либо в соответствии с машиной. Теперь у нас есть эффект открытия двери. Вот, допустим, вы открываете дверь, и она будет вот так вот появляться. Это очень классно. Мы закрыли welcome, то есть мы не будем этого использовать. Также у нас есть ритм режим. Например, мы включили, смотрите, раз, два, три, или музыку включили там. Видите? То есть оно будет под музыку у нас, ну сейчас он слышит меня, он будет работать под музыку, то есть это у нас все на смартфоне отображается. Давайте откроем обратно, я нажал назад случайно. То есть он будет это делать под музыку. Надо его закрыть. Все, все, включилось обратно. Также у нас есть вот такие вот режимы. Это очень красиво. Вот невероятно красиво. Такой амбиент вообще. Вы едете, какую-то музыку включили, где-то стоите там с девушкой, опять же, там... Жена не слышит, она не смотрит мои обзоры эти полностью, поэтому она не узнает. Теперь дальше. Вот такие вот штуки. Это тоже очень красиво. Вот такой вот режим есть. Вот это мне очень нравится. Особенно, когда ты едешь далеко, а сзади он идет в обратную сторону. Покажи. То есть сзади он в обратную, да, то есть вот так вот это действительно очень-очень красиво выглядит. Дальше вот такой вот режим есть. Вот такой вот режим. Покажи сзади, это тоже очень эффектно. Да, вот, смотрите. То есть это очень эффектно. Также вот такой вот режимчик. Смотрите, мягенький. Есть по градиентам всех цветов. Видите? То есть и есть вот такой вот, он когда будет просто переключать, покажи, он сейчас в темное уйдет, а потом заново начнет там, допустим, появляться. То есть это тоже очень-очень красиво. Сейчас посмотрим, что с ним дальше будет. Вот он раз, выключился. И сейчас опять такой набивается. При этом это в текущем цвете. То есть это можно сделать для текущего цвета. Ну и есть просто обыкновенный режим. Больше здесь ничего такого особо нет. Сам по себе, ну, действительно очень красиво все сделано. Очень классная подсветка. Одна из лучших. То есть я сколько их перепробовал, обычно люди ленту лепят, какой-то колхоз делают. Мы вот сделали вот такой вот не колхоз тюнинг,
которые мне действительно нравятся. Пишите в комментариях, ссылки в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.